В вопросе мобилизации все держится на большой дилемме. С одной стороны, власть хочет много бесплатных солдат, чтобы можно было просто хватать всех, кто зазевался. С другой стороны, она чует, что мобилизация может стать для режима по-настоящему опасной. Может что-то стронуть внутри общества. Нарушить и без того хрупкий баланс. При этом российская власть, как мы знаем, давно берегов не видит. Она может снять кандидата с выборов, за которого оставили подписи сотни тысяч человек. Может решиться на убийство политического лидера, у которого огромная база поддержки. Повышение пенсионного возраста, война, репрессии, рост налогов, инфляция, людоедские законы. Все ей вроде бы нипочем. Но все же с мобилизацией, которая могла бы решить половину проблем российского режима, и военных, и экономических, власть осторожничает, как будто даже боится. В июле этого года, чуть больше 2 месяцев назад, Левада-центр провел очередной опрос, чтобы определить, как там обстоят дела с протестным потенциалом и отношением россиян к антивоенным выступлениям. Мы этот опрос глубоко изучать не будем. Отметим основное. Полстеры просто в лоб спросили граждан, возможно ли в вашем городе политические протесты и примете ли вы в них участие, если они случатся. Россияне ответили так. 15% сказали, что такие протесты возможны, и 13%, что приняли бы в них участие. Мы много раз обсуждали. Опросы общественного мнения в России сейчас неинформативны. Следить следует или за динамикой, за тем, как меняются тренды, или за теми исследовательскими командами, которые придумывают разные нестандартные подходы, чтобы респонденты в самом деле могли выразить свое мнение, а не просто подтвердить лояльность. Мол, как и все, я за. Одна из таких исследовательских команд – это проект «Хроники». В середине сентября эксперты «Хроник» провели телефонный опрос. Они составили выборку из 800 россиян старше 18 лет. Им задали вопросы про их отношение к мобилизации, к возможному перемирию, к войне в Курской области. Также «Хроники» опубликовали результаты чуть более раннего исследования группы Extreme Scan на похожую тему. Результаты получились интересные, давайте сегодня их и обсудим. Сейчас, когда с начала мобилизации прошло 2 года, социологи-активисты спросили граждан: если для продолжения войны снова потребуется мобилизация, что следует выбрать? Провести ее или остановить войну, заключив мирное соглашение с Украиной? В такой формулировке на новую мобилизацию согласны 29% опрошенных. 22% отказались отвечать на этот вопрос, и 49% выбрали не проводить мобилизацию, а закончить войну. Это практически половина опрошенных. Кроме того, граждан спросили, готовы ли они сами поучаствовать в войне, добровольно или по приказу Минобороны. Около 30% не готовы ни по собственному желанию, ни по приказу. Чуть больше готовы, если будет приказ. Еще 14% готовы добровольно. При этом больше всех к участию в войне готовы мужчины 50-60 лет, а вот среди молодых, от 18 до 24, воевать не хотят. Готовы меньше 7%. Этот вопрос о том, желают ли граждане сами пойти воевать, «Хроники» задают не в первый раз. 1,5 года назад, в феврале 23-го, спустя всего несколько месяцев после мобилизации, граждане уже спрашивали о том же. Тогда тех, кто не готов участвовать в войне ни по желанию, ни по приказу, было всего 20%. В 1,5 раза меньше, чем сейчас. По приказу Минобороны тогда были готовы воевать целых 42%, сейчас почти на четверть меньше. И только готовых стать добровольцами так и осталось 14%. Динамика выразительная. Все меньше тех, кто готов воевать, все больше тех, кто не готов ни при каких обстоятельствах. Близкий по смыслу, но более хитрый вопрос придумали исследователи группы Extreme Scan. Какой? Обсудим после рекламы. Уже 2-й год подряд Германия становится лидером Евросоюза по количеству выданных россиянам ВНЖ. Почти 22 тысячи за прошлый год. Это примерно 1/5 от общего количества выданных за этот год Евросоюзом ВНЖ для граждан России. Причина проста. Германия нуждается в квалифицированных специалистах. В стране более 1,5 миллиона незанятых вакансий. Поэтому есть множество программ для переезда. Например, «Карта шансов». Ее запустили совсем недавно. Эта программа дает возможность приехать в Германию на год, проходить стажировки и искать работу уже на месте, что повысит ваши шансы в поиске работы. Есть и другие программы для высококвалифицированных специалистов. У каждой свои нюансы, в которых, конечно, так просто не разберешься, а еще существуют подводные камни. Процедуры постоянно меняются, как и требования от консульства к консульству.
Так что если вы думаете о переезде в Германию, обратите внимание на компанию Интермигра. Ее сотрудники в курсе всех нюансов, сами тоже эмигрировали и знают, как можно избежать лишнего стресса при переезде. Как правильно подать документы в консульство любых стран. Интермигра – официально зарегистрированная немецкая компания. Они гарантируют результат. Если не получите ВНЖ, вам вернут деньги. Вас не оставят без помощи и после получения ВНЖ. Если будет нужно, организуют карьерные, страховые, налоговые консультации, откроют счет в банке, сопроводят на прием в госучреждение. А по ссылке в описании вы можете записаться на бесплатную консультацию по обсуждению вашей персональной стратегии релокации в Германию. Интермигра также поддерживает независимые проекты. Например, сейчас при их поддержке издание «Бумага» и социологическая служба Paper Agency проводят большое исследование об эмиграции из России. Опрашивают релокантов, как реальных, так и потенциальных. Если это вас касается, обязательно пройдите по ссылке в описании и пройдите опрос. Очень этим поможете. Итоги исследования будут опубликованы на площадках «Бумаги» и Интермигра. Продолжаем. Мы говорили о том, что хроники спрашивали респондентов, хотят ли те пойти воевать. Близкий по смыслу, но более хитрый вопрос придумали исследователи группы Extreme Scan. Они спрашивали респондентов, готовы ли или не готово большинство мужчин в их окружении отправиться на войну в случае мобилизации. То есть сместили фокус самого респондента на других людей. И это освобождало от необходимости отвечать правильно, патриотично, как настоящий мужчина и все такое. В итоге лишь 23% сказали, что все их окружение готово воевать. Около 40% заявили, что большинство не готово. Еще 19% сказали, что тех и других примерно поровну. И проект «Хроники» и группа Extreme Scan спрашивали граждан, что они думают о мотивах тех, кто записывается на службу по контракту. Делают ли они это из гражданского долга или решают материальные проблемы. «Хроники» получили такой результат. 37% ответили, что люди идут на войну за деньги. Почти четверть, что выполняют гражданский долг. 28% говорят, что по обеим причинам. У Extreme Scan результат немного отличался, но картина в целом похожая. Также Extreme Scan предложили опрашиваемым ответить, как они относятся к уклонистам, с осуждением или с пониманием. Тут все просто. Осуждают уклонистов лишь 27%, а понимают чуть больше половины. В сущности, это все, что нужно знать о поддержке войны в российском обществе. У проекта «Хроники» также есть несколько вопросов, которые они задают респондентам на протяжении долгого времени. В этот раз тоже задавали. По ответам можно оценивать динамику, как менялось мнение на протяжении какого-то времени. Так исследователи спросили людей, поддержат ли те решения Путина, если он выведет российские войска из Украины и заключит перемирие, не достигнув при этом цели СВО, какими они бы не были. То есть, с некоторыми оговорками этот вопрос можно переформулировать так. Стоит ли воевать до победы, чтобы ею не считалось, или пора уже заканчивать? Тут интересная динамика. Впервые этот вопрос был задан в феврале 23 года, через год после начала войны. Тогда за войну до победного конца было аж 47% опрошенных, а за мир прямо сейчас, без достижения целей, 40%. Но уже к июню того года число сторонников войны до победы снизилось до 39%, сравнявшись с числом сторонников мира без достижения целей. А затем продолжило падать. После ни один опрос «Хроник» не показывал, что сторонников войны больше, чем сторонников мира. При этом число сторонников мира не менялось, оставаясь плюс-минус в районе 40%. То есть бывшие сторонники войны переходили в категорию неопределившихся. Их число с 13%, зафиксированных в первую волну исследования, выросло до 20 с лишним, а порой поднималось до 27. И вот теперь мы видим движение в обе стороны. Число сторонников войны упало за последние полгода с 39 до 33%, а число сторонников мира выросло до 49%. Впервые число тех, кто хочет мира прямо сейчас, значительно превышает число тех, кто готов воевать до победы, и практически достигает половины от всех опрошенных. При этом количество неопределившихся снизилось, теперь их всего 18%. Граждане, кажется, что-то для себя понимают и начинают поддерживать мирное решение. Тут нужно упомянуть цифру из начала ролика. Так вот, ровно столько же, 49%, выбирая между мобилизацией и немедленным миром, выбирают мир. При этом, как указывают хроники, если речь идет о мирном договоре с Украиной со взаимными уступками, такой вариант поддерживает уже 63% россиян. Судя по этим цифрам, мы видим некоторые признаки в изменении в запросах россиян. Мы видим, что формируется большинство, которое пока не требует, но уже ждет окончания войны.
Одним из самых значимых событий последних месяцев, повлиявших на восприятие россиянами войны, стало вторжение ВСУ в Курскую область России. Было задано два вопроса. Первый: какая цель для российской армии должна быть важнее – вытеснение ВСУ из Курской области или продвижение на Донбассе? 53% ответили, что освобождение Курской области важнее, лишь 15%, что важнее продвигаться на Донбассе. Затруднились где-то треть. Результат очевидный. Граждане вообще не очень понимают, зачем наши войска так упорно воюют в Донецкой области, пока противник захватывает российские территории. Да и когда не захватывал, тоже не особенно понимали. В ответах на вопрос второй нет такой ясности. Граждан спросили, что нужно сделать, чтобы освободить захваченные территории Курской области. Ответы распределились так. 19% за новую мобилизацию, 18% за то, чтобы обменять наши захваченные территории на украинские, 17% за то, чтобы перебросить в Курскую область войска из так называемых новых территорий. Еще 7% предложили освобождать российские земли силами срочников. Это самый непопулярный вариант. Меньше только тех, кто предлагает оставить все как есть. 3%. Больше всего тех, кто не знает, что со всем этим делать. 30%. Так какие выводы мы можем сделать на основании результатов, полученных проектом «Хроники»? Во-первых, очевидно, в России нет оголтелого провоенного большинства, которое требует крови, победы, новых территорий и на чьем одобрении держится война. Большинство уже склоняется к мысли, что при любых раскладах мир предпочтительней. Количество сторонников мира растет, их большинство впервые может стать абсолютным. Да, наши сограждане по-прежнему считают войну неизбежностью, не ощущают в себе силы что-то изменить, и почти пятая часть опрошенных по-прежнему предпочитает о войне не думать. Но это не значит, что война им нравится, что они готовы чем-то ради нее жертвовать или вовсе в ней участвовать. Мы видим огромный разрыв между тем, чего люди хотят, и тем, что они могут получить в нынешних условиях. В нем и состоит протестный потенциал нашего общества. Да, его без специальных инструментов не видно и не слышно, и что оппозиционно настроенным людям, что россиянам в целом, он слабо осознается. Но вспомним опрос Левады. 15% россиян считают, что протесты с политическими требованиями возможны, и при этом 13% готовы в них участвовать. То есть практически только те, кто сам готов участвовать в протестах, считают их возможными. И 13% готовых участвовать – это совсем не так мало. У многих из нас есть представление, что рано или поздно чаша народного недовольства переполнится, закрученные гайки сорвет, и наши возьмут Смольный и Телеграф. Но вообще-то социальные процессы устроены не так. Наше общество адаптировалось к собственному недовольству, к разрыву между желаемым и достижимым. Собственный протестный потенциал оно едва ли осознает. Да, люди хотят мира, но терпят войну, и могут терпеть ее хоть год, хоть 10. Это не значит, что накопленный потенциал бесполезен. Это значит, что реализован он будет только тогда, когда появится возможность для коллективного действия, когда граждане увидят, что их участие может повлиять на реальность, принести конкретный, ощутимый результат, будь то заключение мира или честные выборы, или смена президента. Тогда в считанные мгновения накопленное недовольство будет осознанно, превратится в политическую позицию и будет предъявлено к оплате. И про считанные мгновения я говорю не для красного словца. В России радикальные и коренные изменения в самом деле часто происходят буквально за несколько дней. Стоит власти ошибиться и открыть одно единственное окно возможностей, и потенциал, который копится десятилетиями, обрушится на надоевшую власть. Ей припомнят и войну, и пенсионную реформу, и пожар Москвы при Тохтамыше. И сама власть, кажется, понимает это лучше нас. До завтра.